Сегодня мы с вами увидим, какой же общественный транспорт в Москве. Кроме того, я вам расскажу, как можно купить билет на общественный транспорт. И, как всегда, я вам не буду показывать что-то супер красивое, что-то супер известное. Скорее, я вам покажу общественный транспорт, тот, который я сама использовала в течение поездки, станции, на которых я сама выходила, поэтому вы увидите все моими глазами. И современные станции, и красивые, и некрасивые. В общем, увидите все, что видит обычный москвич, который живет в этом городе, ну или иностранец, который приезжает к нам в Москву. Поехали! На самом деле метро – это мой любимый вид транспорта. Мне кажется, это самый комфортный вид транспорта, но многим он не нравится. На входе стоят автоматы по продаже билетов. Можно купить одну поездку или больше. Одна поездка без кошелька карты «Тройка» стоит 75 рублей на данный момент. Все интуитивно, все написано, только надо знать русский язык. Если хотим по карте «Тройка», надо ее купить. Здесь вот получить карту «Тройка». Если она у нас с вами есть, просто надо пополнить кошелек, и стоит дешевле. Можно также пополнить карту «Тройка» в интернете. Набираем номер, сколько хотим оплатить, вводим данные нашей карты и вуаля, проблема решена. Эту станцию уже не строили супер замечательно красивую, она не очень старая, не очень современная, но хотя это современная часть, здесь уже идет соединение с другой линией, а это метро Озерное. Более современная станция, посмотрите, красивое оформление под стать названию станции, но это не одна из самых примечательных, красивейших современных станций, есть намного более антуражной. С правой стороны давайте обратим внимание на этого персонажа. Это персонаж московского метро. Если потерялся, оставайся здесь. Мне кажется, очень удобно для детей. Новая станция тоже относительно современная, более современная, чем Тимирязевская. Здесь у нас с вами авторы разных книг и написанные цитаты из, собственно, их книг. Как вам нравится? И от этой станции мы с вами сейчас перейдем к центру. Это станция Менделеевская. Обратите внимание на структуру сверху. Это ведь как химические элементы. А здесь мы уже сделали переход и находимся на станции Новослободская. Да, совершенно другой дизайн. Как вам нравятся эти витражи? Или вам кажется, что это совершенно что-то старое, советское? Или все-таки напоминает какой-то дворец или даже церковь? Обратите внимание на то, как одеты люди, как они выглядят, как двигаются, как ходят. Что-то замечаете, что отличается от того, что вы видите в ваших странах? Теперь давайте зайдем в вагон метро. В принципе, поезда тоже у нас совершенно разные. Есть более современные, менее современные. Это относительно современный поезд. Здесь можно подзарядить, например, телефон. Есть всякие электронные табло, где мы можем увидеть, где мы с вами двигаемся, какая станция следующая. Достаточно удобно, даже если ты не знаешь, например, русского языка. Все-таки можно догадаться. Это уже у нас другой вагон, и обратите внимание, все же этот персонаж тут тоже присутствует. Вот, например, здесь другой момент. Можно здесь зарядить телефоны и опереться, если не хватает сидячих мест. Как вам? Как выглядит вагон? Нравится? Чистенько? Здесь, да, уже советская такая символика, менее дворцовая тематика или менее церковная, не знаю. Как вам кажется, что это напоминает? Нравится вообще или кажется слишком вычурным для метро? Обратите внимание на людей. По крайней мере, мне больше всего нравится на людей смотреть. Это здесь тоже такой тип перехода, навесной мост. Мы увидели с вами сверху, как могут приближаться у нас поезда. И это другая станция.
И здесь очень интересно сейчас в связи с нынешней ситуацией, потому что станция называлась и называется Киевской. Обратите внимание, сколько у нас с вами здесь людей. И посмотрите на фрески. Они все показывают дружбу народов, дружбу между колхозами, всякие знаменательные события. И, естественно, никто не будет в связи с событиями переименовывать, закрывать, менять фрески. Зачем? Это как культурно-исторический памятник. Мне кажется, это правильно. Давайте с вами подойдем к названию одной из фресок. Я не специально выбираю, потому что я с плохим зрением. Я не знаю, какую мы с вами выберем. Давайте посмотрим. Дружба русских и украинских колхозников. Здесь мы с вами уже находимся на другой станции. Как вам? Мне эта станция нравится. Достаточно интересно, хотя пол, как вам? Нравится, не нравится? Здесь у нас уже новая станция опять, скульптуры. И обратите внимание на выражение людей, скорее на выражение лиц этих скульптур. Все такие серьезные, сосредоточенные. Но мне очень нравится, это отражает на самом деле, как выглядели советские люди. Потому что в фильмах, выражения и черты лица, они примерно такие же. Я не знаю, что изменилось и почему, но сейчас люди выглядят все-таки немного по-другому. Тоже серьезные, сосредоточенные, но все-таки как-то взгляд, скулы, что-то уже изменилось. Что-то выглядит уже совсем по-другому. И видите, эти люди в руках держат предметы, которыми они зарабатывают на жизнь, или скорее, как они работают с этими предметами. И здесь еще один переход. Как вы видите, много разнообразных, совершенно не одинаковых переходов. И здесь мы с вами приходим на станцию Маяковская. Она очень красивая, ее очень часто как раз показывают в Инстаграме. Но самый интересный факт – это то, что ночью здесь можно провести выездную регистрацию брака. Мне кажется, это достаточно атмосферно. И даже можно сделать фотографии в специальном поезде. Здесь опять еще один переход. Люди поют, и это специальные люди, которые выиграли конкурс на то, чтобы иметь возможность петь здесь, стоять на этом месте, и если кто-то захочет, может дать ему какую-то денежку. Обычно дают немного, хотя я не в курсе, я не знаю. И что же, давайте с вами спустимся. Это такой спуск на эскалаторе не самый красивый, честно говоря. Есть совершенно разные, опять-таки, спуски, более длинные, более короткие, более красиво оформленные или менее. И поднимемся. Как видим, это совершенно другой подъем, другая станция. И пойдемте с вами уже на выход из метро, чтобы посмотреть немного общественного транспорта, который наземный общественный транспорт. Здесь у нас такая электробусная станция. Да, у нас в Москве более распространены сейчас электробусы, которые уже не используют бензин, как раньше. Это уже другая остановка. Тоже можем увидеть, что телефон можно подзарядить даже здесь. Хотя я не видела, чтобы это делали. Расписание автобуса можно посмотреть тоже здесь на табло. Или посмотреть просто в телефоне на карте. Тоже удобно, и все приходит точно в срок. Давайте с вами сейчас посмотрим, как это внутри. Это не электробус. Здесь я нахожусь в автобусе. Вот эти штучки – это штучки, которые используются для оплаты. И, собственно, вот этот вот автобусик, на котором я ехала и который я вам показала. А здесь мы уже видим трамвай.
тоже один из видов наземного общественного транспорта. Почему нет? Давайте с вами тоже посмотрим, как все внутри. Немного слякотно из-за снега на улице, но тоже выглядит симпатично, не правда ли? Ну как вам? Понравилась эта экскурсия? Сейчас мы попрощаемся с нашим трамваем и со мной.